Мы снова рады нашей встрече, и мы продолжаем исследовать книгу Второзакония. Сегодня у нас уже 6-я встреча по изучению книги Второзакония. И называется эта тема сегодняшних размышлений «Ибо есть какой великий народ». Я озаглавил его просто «Великий народ», и можно даже поставить знак вопроса, чтобы понять, что мы хотим узнать, что значит быть главным великим народом. Сегодня мы будем рассматривать 4 главу книги Второзакония. 4 глава. Будем отвечать на этот вопрос в контексте этой главы, потому что там поднимается этот вопрос. Итак, давайте несколько слов. Лиля с нами, Оля, Максим, Борис, Андрей. Когда говорится вот словосочетание «великий народ», если современный человек слышит это словосочетание, что он может вкладывать, какое значение вот в эти слова «великий народ», «великая нация», к примеру, «великая держава», да? Вот что вкладывается, вот, когда говорится такие слова? Еще говорят «великий полководец». Великий, да, человек какой-то, Я да? это понимаю о том, что он сделал что-то очень масштабное, грандиозное, на которое не может сделать обычный человек. И это понятно, что он делает это не один, а с кем-то. То есть это что-то такое, что не вписывается в мое сегодняшнее понимание. То есть, если со слов Максима, он подчеркивает, что должно быть что-то в прошлом, что можно оценить и сказать, он что-то великое сделал, поэтому он великий. Да? Что еще? Великое, запоминается великое то, что приносит благо. Благо не только человеку или этому народу, а благо даже тем, кто вокруг этого народа. То есть благо, великость, благо. Почему-то вот то, что злое, оно как-то, если оно прозвучит где-то в ушах среди людей, да, вот где-то кто-то там такой вот злой там человек и так далее, но это стихает и уже забывается. Почему? Вот, если говорить Александр Македонский, да, Юлий Цезарь, в чем их было величие? Они шли, завоевывали другие народы, уничтожали, много людей крови пролили. Но Александр великий, Юлий Цезарь великий. Вот при этом блага как раз там не так уж и много. Что там Оля добавит? Например, если говорить о нации или о народе, то я бы поставила акцент на том, что этот народ мог претерпеть какие-то катаклизмы в своем существовании, но выстоять, суметь себя сохранить и возродить, образно говоря, из пепла свое государство. То есть все равно опыт прошлого, история прошлого и тот подвиг, который они, достижения, которые они пережили в прошлом, оцениваются как великие достижения, и поэтому этот народ может тоже называться великим. Я хотел бы также сделать акцент на том, что достижения могут быть великими, но они могут быть и положительными, и отрицательными. Да. И это нужно также понимать, например, мы знаем хана Батыя, который со своим войском, да, завоевал очень большую территорию. Да, это он делал минус, но мы знаем о том, что он это сделал, и все его прекрасно знают. Нужно также оценивать, чтобы я понимал, хорошо ли это для будущих поколений, либо плохо. И важность в этом тоже нужно различать. Он есть великий народ, великий хан Баты, но что-то, что для меня сейчас важно ли для сегодняшней моей жизни. То есть оценку уже, когда мы ставим положительно или отрицательно, это великий преступник, да, или же великий благодетель какой-то, да? Что положительное мы прибавляем тогда уже, или отрицательное? Самая удивительная сейчас мысль прошла, что вот великих благодетелей я не могу быстро по пальцам пересчитать. А вот великих завоевателей,
преступников. Плохих преступников, я могу сейчас быстро по пальцам, и все они на слуху. И это как раз ну, да, вот ты говорила, что запоминается больше хорошее, а вот мы видим, что запоминается больше вот плохое. Вот, дорогие друзья, мы и переходим к тому, чтобы теперь перейти к библейскому повествованию. Это 4 глава Второзакония. И давайте почитаем, что же такого сделал израильский народ на тот момент, когда даются слова Второзакония, чтобы его назвать великим. Давайте несколько... 9 стихов, пожалуйста, давайте. С первого, да. Итак, Израиль, слушай постановления законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели, что сделал Господь с Ваал-Фигора, всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь Бог твой и среди тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлениям законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народа, который, услышав о всех сих постановлениях, скажет: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были столь близки, как близок нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. Спасибо, Лили. Значит, итак, мы видим тексты, где говорится о величии. Это начинается у нас с 6 стиха, да? 6 стиха. Вот, 7 стих говорит о величии, и 8, то есть, 3 стиха, по крайней мере, то, что я заметил, может быть, что-то упустил, но вроде 3. И вот, скажите, пожалуйста, вот они стоят перед тем, как перейти Иордан, войти в землю ханаанскую. Что такого великого они сделали, чтобы, глядя в историю прошлого, можно было их назвать великим народом? Какие здесь аргументы библейские приводятся к тому, что Бог их называет, через устами Моисея, великим народом? В 6 тексте такие слова, как «мудрый и разумный народ». В 7 тексте народ великий, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь. То есть близость Господа определяет тут величие. И 8 текст – справедливые постановления и законы, которые Бог дает. То есть законы, постановления, близость к Господу, и вследствие этого мудрость и разум. Близость к Богу или близость Бога? 6. Близок к ним Господь. Близость Бога. Да. Поэтому тут я убираю. Близость Бога. А 6 что? Мудрость и разум. О которых скажут другие народы. Мудрость. И что еще там? Разум. И разум. Так, хорошо. Вот то, что мы обозначили там, по крайней мере, что в этих текстах говорит, давайте поговорим более подробно. Итак, Справедливые. они велики, потому что у них есть закон, да? Именно справедливый закон. Закон Справедливые, да. Божий, да? Божий и справедливый. Да.
Божий и справедливый. То есть все народы будут справедливы. Вот, оценивать и говорить, вот, в этой стране, в этом народе вот, закон классный, он работает. Мы можем тоже, вот, ну, будучи в своих странах, смотреть на какие-то страны вот, и говорить, вот там хорошо, потому что там вот такие законы. Ну, есть сегодня такое сравнение. Да? Там, то есть, оказывается, а нам говорят, если посмотреть на наши законы, то вроде бы у нас не хуже законы. Но вот это слово «работают», оно фактически и делает вот эту положительную оценку. Там законы эти работают, там коррупционеров, к примеру, садят в тюрьмы, наказывают, поэтому там послушны. Вот. А у нас эти законы есть, но они не работают. То есть получается, что слово «работают», то есть «выполняются», оно становится определяющим. Да? В данном случае... Но в данном случае мы же даже не прочитали, что они работают. Мы прочитали, что они есть. Так. То есть на данный момент просто констатация факта. Они великие, что у них такой закон. Да, такой закон. Такой закон. Хорошо. Вот. Потому что, глядя на соседние страны, с которыми они жили, да, язычники, там закон был хуже. Там совсем другой, да, закон был, и вот чем, уже они отличались. И чем они отличались? Просто вопрос нельзя ставить хуже или лучше. Так. Нужно понимать, что у одного народа такой закон, у другого другой закон. Угу. И в процессе рассмотрения этих законов мы уже принимаем решение, что лучше, какой из этих законов лучше для меня. Угу. Понимаете? То есть это субъективная, может быть, оценка, да? Но в данном случае, когда мы говорим о государственных законах, да, некоторые развивающиеся страны подтягиваются и свою законодательную вот работу они выполняют, ориентируясь на какие-то уже... Ну, копируя тот закон, который уже хорошо себя проявил и показал. То есть, и поэтому есть Венецианская комиссия, там она оценивает законопроект, который подается на рассмотрение вот, Украиной, прежде чем его утвердить, чтобы узнать, а как европейцы, к примеру, оценивают. Да? Потом они уже смотрят. То есть мы понимаем, что закон сам по себе может быть лучше, хуже, да? Оценивают, конечно, субъективно, но мы видим, что все народы оценивают это, что у них лучший закон. Да? Лучший закон у них лучший. Можем ли мы себе представить, ну, конечно, это нужна историческая справка, чтобы сравнивать, какие были законы у языческих народов и у еврейских, но, может быть, что-то вы знаете? Да, например, да, в языческих странах, да, законы. В чем вообще, что для меня закон? Вот что для меня вот, храм Божий, что для меня закон? Я когда-то писала, что это для меня свобода. Так. Конституция. Так. Свобода жизни, свобода слова. Имею право, имею жить по тому мнению, по той свободе, которую я вот считаю, вот такая-то свобода, вот для меня такая-то свобода. Я имею право жить по этой свободе. Некоторых соседей даже языческих, там, допустим, у них законов, да, по закону взять языческие народы, которые рядом были с израильским народом, там нет. Ты должен был четко поклоняться вот этому во фигуру, четко выполнять вот эти правила. Если ты не выполняешь четко эти законы и правила относительно этого идола, которого они выставляли как бы во главе своего народа, то этот человек, он его или убивали, или изгоняли. То есть он не имел свободу, вот этого свободы жизни. Ну хорошо, но вот о какой свободе ты говоришь, когда, например, израильтянин тоже имеет закон. Не делай этого, не делай этого, не делай этого. А если сделаешь, то тебя накажут, и в некоторых случаях смертная казнь. То есть, а там даже они смотрели, а почему у них за это не побивают камнями? У них можно прелюбодействовать, у них можно там и то, и все. То есть извращениями заниматься. То есть и кажется, что у них как раз свободы больше. При этом, конечно же, закон Божий Павел называет закон свободы. Ну да, я хотела бы тоже эту мысль сказать, что так сильно сгущать краски над другими народами не стоит, потому что у них тоже были
своего рода правильные законы. И когда историки прочитали, археологи, историки, исследуя стелу, где написаны законы царя Хаммурапи, они очень близки были к библейским 10 заповедям. Поэтому не нужно так говорить, что там все совсем так плохо, а здесь так вот идеально. Дело в том, что вот здесь, да, дальше я могу соглашаться с Володей, работает ли этот закон справедливо или не работает, исполняют ли его те, кому он дан. Потому что в истории израильского народа мы тоже видим примеры негативные. Сыновья судья Илий и сыновья Илия, которые должны были справедливо судить, они извратились. И эти законы справедливые уже через них совершенно несправедливо соблюдались. То есть дать закон, иметь закон – это одно, а соблюдать его – это совсем другое. И вот здесь, мне кажется, Моисей дает Израилю вот эти вот Божьи слова с тем, что, возможно, сейчас этого еще нет, но если ты будешь понимать, что к тебе близок Бог, что законы, которые Он тебе дал, это справедливые законы, и ты будешь в них жить, то у тебя будет и мудрость, и разум, и тогда у тебя действительно будет суд справедливый, закон справедливый, сам закон справедливый, но справедливо ли его исполняет человек? Вот в чем вопрос. Ну вот ты сказала, что нету здесь этих слов «исполняйте», но посмотри в 6 стих, с чего начинается он. Храните и исполняйте. То есть есть условия, да? То есть и посмотрите еще 1 стих мы прочитали. Что там написано? Слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять. И 2 стих. Дабы вы были живы и пошли, и наследовали землю, как... И 2 стих. Ага. Бог отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Дальше мы видим 3 и 4, значит, 3 история Ваалфе-Гора, что будет с теми, кто живет вопреки этому закону. Бог будет ревностно отстаивать, следить. Это прокурорская функция, да, чтобы закон работал. То есть почему он будет работать? Многие прокурорские функции сегодня... Что такое прокурор? Тот, кто наблюдает за исполнением закона. И тогда подает иск в суд. Он обвиняет. Этот человек нарушает закон. Иск. То есть Бог в этом случае как судья, и как прокурор, и как адвокат мы видим, потому что там же система священническая, чтобы быть ходатаем. То есть вся эта власть и законодательная, и прокурорская, и адвокатская, и судебная власть, она в руках Бога, так? То есть в идеале абсолютно. Потом Он их делегирует, чтобы за этим следили еще и люди. Ну, Он поставил судей и так далее, которые, в общем-то, призваны были это выполнять, но они не выполняли, поэтому Бог часто их за это осуждал и наказывал их в истории. Например, социальная несправедливость, о которой мы говорили в прошлый раз, это был результат несправедливых судов, да, в отношении вдов, сирот, пришельцев и так далее. Закон справедливого, исполнения не было. А исполнение, да, извращалось его, покупалось за взятки, вот решения. То есть Бог наказывал этих людей, Бог наказывал, в общем-то, потом и целую нацию, которая этому попускала. То есть оказывается, что ответственно весь народ. И кто дает взятку, и кто берет ее, и так далее. То есть и князья шли в плен, и так далее. Максим. А я просто хотел бы для себя, как и для слушателя, разобраться в свободе и в справедливости. Это такие два слова, которые для каждого они могут быть по-разному воспринимаемы. Но в законе Божьем есть четкое определение, что есть справедливо, а что есть свобода. То есть я понимаю, что у меня есть свобода выбора, которую Бог дает, и другие народы тоже получают от своих правителей тоже что-то, какую-то свободу, но я должен понимать, что важно для Бога, какая свобода, какая именно для Поговорим Бога. о свободе, да, немножко? Давайте я пропишу это слово «свобода».
Почему Бог через Павла все-таки назвал, что это закон свободы? Свобода от чего? В общем, в чем эта свобода? Если мы говорим, вот сегодня мы разбирали, люби Бога, да? И поступай как хочешь. Это слова Августина. Вот, и мы разбирали эти слова, они истинные или ложные. То есть люби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, да, мы разбирали Шма Израиль, да, вот, но поступай как хочешь. И мы пришли к выводу, что человек, который любит Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, то есть тот, который выполняет и мыслит о законе, и чувствует, что надо его выполнять, он желает выполнять, то есть он будет поступать как хочет в соответствии с хотением Бога. То есть когда он любит Бога по-настоящему. То, что хочет Бог, того хочет человек. Того хочет человек. Если у них близкие отношения. То есть он познает Бога не только как великого Творца, великого святого, вот, судью, который мы говорили позапрошлый раз, о страхе и любви. И мы пытались это все как бы соединить, совместить. И вот в этом миксере, в этом рецепте нужно, чтобы был и страх Божий, то есть какое-то понимание, кто Он и кто я. То есть нету такого понебратства. То есть Он святой, Он судья, Он великий, Он творец, в Его руках моя жизнь, но также я узнаю, что Он настолько сильно меня любит, что готов за меня умереть, и делает это, но открывается вообще величие и в другую сторону. То есть оно совмещается, оно не конфликтует тогда, когда я вижу, вот такой он великий, и такой близкий, и родной становится, и любимый, и тогда мне хочется. То есть я уже не из страха выполняю этот закон, да, а мотивация моя, он меня пленил своей любовью, он меня пленил тем, что вот он так меня оценил, так меня любит. Вот мне теперь хочется выполнять его волю. Теперь я это делаю свободно. Я выбрал это добровольно, и теперь я хочу идти за ним. То есть именно во Христе, именно на фоне Голгофского креста, жертвы, вот появляется эта свобода. Он меня освобождает от страха. Вот, любовь, да, мы говорили текст в 1 Иоанна, 2 главы, по-моему, где говорится, совершенная любовь изгоняет страх. То есть эту же любовь я познаю в Боге, и она изгоняет страх. Мои отношения к Нему, хоть они остаются благоговение перед Его величием, святостью, но я теперь хочу, я познал другую сторону Бога, это Его любовь. Удивительно, что в этом сочетается в том, что выражается свобода в Боге. То есть моя свобода – это есть как бы выражение любви к Богу. Это важно мне понимать в плане того, что не именно я лично хочу что-то, какую-то свободу от чего-то. Даже я хочу освободиться от этого Бога для того, чтобы что-то восхвалять себя, возвеличивать. Но если я в этом возвеличиваю Бога и через Него моя свобода, это для меня большой плюс. Да, кстати, возвеличиваю ли я себя или возвеличиваю Бога, да? Когда я становлюсь великий? Написано в Библии, гордым Бог противится, то есть гордый – это тот, кто себя возвеличит, да? А смиренным дает благодать, тот, кто смиряется перед Богом Всевышним, возвеличивает этим самым Его, то Бог смиренного, написано, возвышает, смиренному дает благодать. То есть тот, кто правильно понимает, вот какой Бог, кто своей жизнью, не только словами, а отношением, своими поступками возвеличивает Бога, то он становится великим народом. Да? И вот и мы видим, что это как раз исполнение. Вот, то, что мы уже проговаривали. Мы же проговаривали, когда бояться и любить Бога, это фактически синонимами жить в соответствии с волей Бога. Поэтому, когда человек выполняет волю Бога, вот, он имеет мудрость и разум. Это мудрость и разум Божья. То есть я, может быть, даже до конца не понимаю, почему и зачем, но я верю и доверяю Богу, и в этом моя мудрость. Заметьте, что Бог много не объясняет, почему. Вот сегодня я услышал проповедь, интересная мысль, что, значит, когда
дети играют во дворе в мяч. Калитка открыта, и мяч летит и вылетает в калиточку. Такой пример сегодня рассказал. Вылетает в калиточку и на проезжую часть. И ребенок бежит туда, чтобы взять этот мячик. И тут выходит папа на крыльцо дома и видит, как мальчик бежит, его маленький мальчик бежит за мячом. Что делает папа? Вот два варианта. Кричит, стой. Давайте первый вариант, другой будет. Он кричит: сыночек, я тебе советую туда не бежать, но ты свободен делать, как ты хочешь, поэтому принимай решение сам. Вот. И ребенок понимает, не понимает, какое-то решение он принимает. В итоге, конечно, где-то так оно и будет, все равно. Ребенок же может послушаться, либо не послушаться. Либо в эту минуту может отец закричать, как сказал Андрей. И грозно закричать: «Стой!» закричать: «Стой!» Он говорит: «Да, папа, мячик, я тебе сказал, стой!» И, возможно, в этот момент папа мальчику покажется каким? Злым, строгим. Он мне не разрешает взять мячик. Вот он лежит. Но он не понимает, что на дороге лежит. И там в любой момент может его сбить машина. Он потом это оценит, что вот эта строгость. Он не объясняет, почему. Сейчас нужно резко, быстро, в приказном тоне остановить, и чтобы мальчик его послушался. Это как пример. Конечно же, когда человек возрастает в Боге, он многие вещи с опытом начинает понимать, но с опытом. И вот когда Клиффорд Гольштейн в этом пособии «Истина для настоящего времени» в книге «Второзаконие», то есть мы переносим это всегда, одеваем на современное время, вот его комментарии, который называется «Другой закон», он говорит: хотя и существует некоторая схожесть между законами Израиля и законами окружающих культур, то, что мы немножко уже поднимали, однако между этими системами имеются фундаментальные различия. И вот недавние исследования выявили много важных различий. Я некоторые из них подчеркнул. Первое заметное отличие касается библейского акцента в том, что ценность человека превосходит ценность материи. То есть, если, например, в Вавилоне за некоторые кражи требовали смертной казни, в то время как Библия за кражи не убивает. Библейский закон говорит о том, чтобы эквивалентно была компенсация. То есть ты украл, ты должен компенсировать и еще прибавить. То есть если ценность жизни, она стоит выше материального. Нельзя убивать человека за воровство. Этого нет в Библии. Поэтому вот эта деталь отличала израильский закон от вавилонского, к примеру. В законах Израиля жизнь человека преобладала над материальными ценностями. И еще одно отличие. Законы были едиными для всех. Это тоже очень важная часть, потому что во многих языческих странах того времени закон для одного сословия был один, для другого сословия был другой. Да, совершенно верно. То есть не все были равны. То есть кто ближе к Богу, как у них это казалось, тот имеет какие-то привилегии и может, например, себе позволять то, что не может себе позволять другой в нравственных поступках. То в Божьем законе, в израильском, которым Бог дает Израилю, законы были одинаковыми для всех, не смотрели на твое положение. Даже более того, мы видим, что со старшего Бог мог спросить больше. Вспомним Моисея того же, когда, казалось бы, что он сделал, что его не ввел Господь в Ханаан, гораздо меньше, чем другие, но Бог с ним строго, хотя и любит его. Либо дети Аарона что-то сделали, церемониально что-то не то, но Бог поразил их, то, что, в общем-то, строго, то есть на них большая ответственность. Еще что, законы Израиля часто упоминают о Боге.
То есть если в языческих там в начале Бог и в конце Бог, ихний там какой-нибудь Ваал, то в основном в законотворчестве участвует человек. И он казуистически, как тут использует это слово, то есть логически объясняет, почему нужно сделать то-то, 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 и тогда человек понимает этот закон до того, как начинает его исполнять. То есть он знает, для чего и почему. То в данном случае он говорит, что библейский закон, он вообще говорит постоянно о Боге, что это инициатива и автор любого закона Бог, любой заповеди. И они говорят авторитетно, безоговорочно, отчетливо. И они называются вот в этом плане аподиктические. Это слово для меня новое, я просто его прочитал. Если там казуистические, ну, в языческих, то здесь аподиктические законы. То есть где есть некий диктат. То есть Бог, Он всегда стоит за каждым, Он законодатель, за каждой заповедью, за каждым статьей закона. И Он говорит, это надо делать, это надо делать. И отличие в том, что в казуистических, как я говорил, мы знаем, почему закон прав еще до того, как мы его исполнили, в то время как в аподиктических законах Израиля мы узнаем об этом после. То есть мы послушались, исполним и тогда поймем. То есть опыт послушания Богу, он потом приводит к тому, что Бог был прав. То есть многих вещей Бог не объясняет. Почему? Вот просто сказал и все. И потом они смотрят, действительно оно лучше. И вот получается, что мудрость и разум – это доверять своему великому Богу. То есть мы видим, что здесь великим делает близость Бога, то есть великий Бог у них есть, который дает великий закон, исполняя которые, они становятся в этом плане мудрые. То есть они не говорят, а почему, собственно, я должен это выполнять. То есть не в этом мудрствовании они великие, а мудрые в том, что они послушание. То есть послушание. И когда они имеют послушание, они имеют благословение. Во Второзаконии мы еще рассмотрим, 28 глава, благословение и проклятие. Там, если будешь выполнять, будет и там целый перечень благословений. Не будешь, будут последствия другие. Да. Значит, давайте посмотрим некоторые детали дальше. Давайте посмотрим с 10 и дальше почитаем немножко. О том дне, когда ты стоял перед Господом, Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня. Глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас. И объявил Он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятисловие, и написал его на 2 каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве среды огня. Давайте здесь остановимся. То есть, посмотрите, он говорит о том, что вам нужно исполнять закон, потому что, и вспомните, что вы уже пережили, то, о чем мы сейчас говорим. То есть, он апеллирует, что если вы будете вспоминать наш опыт, то, что я сделал для вас, то это укрепит вашу веру и понимание, что надо доверять и дальше Богу. То есть я вам дал закон, и
вспомните, как я вам дал закон. Я открылся вам, да, вот на горе вам было страшно и так далее, но я не давал вам никакого образа и так далее. То есть все это держите в душах ваших и вспоминайте, что было и то, что не было, вот это должно вас сохранять. То есть, ну, мы не будем все читать. Давайте вот, например, еще 20 стих. «А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне видно». Угу. То есть он опять напоминает, что сделал Бог. Да, Максим. Я хотел бы сделать акцент в этом моменте, что мы прочитали, в плане того, что он напоминает своему народу, что именно это сделал я, да. Именно это сделал лично при вашем присутствии. Это не сделал кто-то извне, ни из вас, ни Моисея. Никаких заслуг ни у кого да, нет. То есть это, чтобы вы запомнили, что это я. Я Бог, я вам это сделал. Чтобы последующие народы не говорили, что кто-то там, наверное, где-то что-то написал, и мы вот это сейчас исполняем. То есть он еще четко дает как бы понять, что это я. Угу. То есть еще раз посмотрите, сестры, братья, что он апеллирует к тому, что и это сделал я, и поэтому закон, он имеет такой аподиктический, да, вот характер, то есть диктат. То есть доверяйте мне и слушайтесь меня. То есть, потому что за этим всем стою я. То есть нет возможности потом логически как-то объяснить и переписать это на свой счет. Что это потому, ну, как некоторые сегодня говорят, перепела, появились, потому что подул какой-то ветер, а там бывает такое, что заносит, то есть природными какими-то моментами пытаются объяснить чудеса Божьи, которые, ну, Он сотворил. Ну, человеческий мозг, он бывает, что извращается в этом плане очень хорошо. Да. Делается еще акцент на том, что он уже научил их законам, и научил постановлениям, и научил их исполнять. И они видели, когда они исполняли этот закон, они видели, какие они имели благо, что они имели, соблюдая эти законы. И он говорит, вы имели эти блага, вы их видели, вы и пользовались этими благами, и теперь держите в себе эти законы, то есть эти постановления, держите в своей голове. То есть именно вот это как относиться друг к другу, как ну, именно вот, а эти законы ведут к отношениям с Богом и отношениям друг к другу. Потом вот еще что дальше мы можем прочитать. Можно еще по этому сказать? Давай, Оля, давай. Здесь мы обговорили все, но не обговорили то, что нам поможет дальше разбирать этот урок. Он говорил, что на горе Хориве объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, 10-словие, и написал его на 2 каменных скрижалях. Так. То есть здесь опять вроде бы 10-словие, мы уже знаем, что это закон, но здесь он его называет еще завет. И дальше, когда мы будем размышлять на основании прочитанного, что нельзя, вот как мы читали в тексте 2, не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Вот нам, наверное, нужно будет различать какие-то моменты в заповедях, что к чему не прибавлять и от чего не отнимать. Вот, и 10-словие здесь вот как раз фигурирует, по-моему, вот за эту главу 1 раз. Что очень важно. Да. Ну, если коротко еще просмотреть, вот сейчас мы к этому вопросу перейдем, что это хороший блок, правда, времени у нас осталось мало, но мы его обязательно сейчас коротко обсудим. Здесь посмотрите, вот 23 стих, он говорит, берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, да, который поставил с вами. Потом, если у тебя, 25-й, родятся дети, сыны твои и так далее, и будут это делать, ну, кумиров и идолов, то свидетельствуюсь сегодня,
небом и землей, 26 стих, что вы будете наказаны. В 27 стихе будет рассеяние. Вы рассеетесь по всем народам. Отведет вас туда Господь. И будете там служить этим богам, которых вы делали. То есть он заранее показывает, к чему может привести идолопоклонство. Вот, поэтому он здесь очень сильно делает акцент. Вот там будете служить этим богам, но там, в 29 стихе, вы тогда взыщете Господа. То есть он как бы показывает историю наперед, хотя это заповедь звучит, но и последствия, но уже мы видим вавилонское пленение фактически, да? То есть за что? Потому что там они вспомнили Господа, там найдут Его, потому что искали всем сердцем, всей душой твоей, это 29 стих. И когда будете в скорби, вот, Бог милосердный не оставит тебя, 31 стих. Не погубит тебя, но то, что Он обещал, то есть Он завет свой помнит и твоим отцам обещал, с клятвой утвердил, и вот Он тебя выведет. Да? Ибо спроси у прежних, там, прежде тебя, которых сотворил человеком, Бог человека, вот, было ли какое-нибудь великое дело или слыханное подобное сему? То есть опять он вспоминает о том, что делал уже для них Бог. Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, да? Опять вспоминает Хариф Синайский, да? Вот. Или покушался ли какой Бог взять себе народ и вывести из Египта, вот, да, казнями и так далее, 3-4 стих. Тебе это дано было видеть, ты это видел. Другой народ такого не видел. Это 35 стих. Да. Потом, тебе это дано было слышать, глаз его, 36 стих. 37. И так как он возлюбил отцов твоих, то есть и вывел тебя сам великою силой свою из Египта, 37 стих, чтобы прогнать от лица твоего все народы, которые больше и сильнее тебя. Это уже будущее, да? Он перед тобой прогонит всех врагов. И вот он показывает историю. Где такое видано, где такое слыхано? У вас это уже есть в вашей истории. Вашего там лично ничего нет. Но есть великий Бог, который все это делал. И ваше величие, есть ли какой великий народ? Да, мы возвращаемся к первому вопросу. Великий народ, они рабы идут просто. Ничего там великого нету. Но их великое, то, что у них есть великий Бог, есть у них закон, который дал великий Бог. Вот, это прекрасный закон. И их мудрость, и разум, и величие в том, что они теперь этому Богу могут доверять и жить в согласии с Его волей. То есть быть послушными. И делать это свободно, потому что они увидели это освобождение, это увидели крепкую руку, любящую руку Бога. И теперь они хотят идти за таким Богом. Ну, давайте теперь вернемся к тому вопросу, что подняла Оля, и будем заканчивать. Итак, не прибавлять, не убавлять, да? Это 2 стих у нас. Значит, что значит не убавлять и не прибавлять? Конечно же, если прибавлять и убавлять, это будет вот не делай себе идола. А вот они делали идола. Было наказание, да? Было. То есть всегда были какие-то последствия, когда либо прибавляли, либо убавляли. И в Откровении тоже, кстати, эти слова «не прибавляй книги, не убавляй, ибо Бог на того наложит язву». То есть Бог ревностно следит, чтобы в закон ничего не вносили. Да, изменения не убавляли, но посмотрите. Никакой референдум не поможет. О каком законе все-таки идет речь? То есть Клиффорд Гольштейн разделяет понятие универсальный закон, универсальный вечный закон, и он связан с тем, когда Бог открывается как Творец с творением. То есть это было всегда, что Он Творец, а ты творение. И Он дает творению свои законы, как Творец. И пока ты живой, ты в этих универсальных законах живешь. Поэтому в этом декалоге звучит упоминание о субботе, которое напоминает, что Он есть Творец.
а мы Твоего творения. И она как печать стоит во всем этом нравственном кодексе. Не убивай, не укради, там, почитай отца и мать и так далее. То есть это вечный закон. Пока живет человек, пока есть отношения, никакого прелюбодеяния, воровства, убийства не должно быть. Потому что Бог, Творец, Он так сказал, как должно жить творение. Потом Левит 11 главу, он показывает, что пища здоровая, нездоровая, вот опять-таки там он упоминает себя как Творец и апеллируется с таким же языком, говорится, как творилась последовательно жизнь на планете, Бытие 1 главы. То есть очень параллельно проводит Клиффорд Гольштейн эти вещи. И тоже показывают, что законы здоровья, они тоже вечны. То есть если ты живой, вот, и Бог тебя сотворил, то естественно, что ты должен жить в соответствии с здоровым образом жизни, здоровым питанием и так далее. То есть есть определенные законы. Они ничем не обусловлены, как вот, твоей жизни. Но есть вещи, которые обусловлены. Религиозные, например, церемониальные законы. То есть они связаны с храмом и с жертвоприношениями. Когда пришел Христос, храм перестал функционировать. То есть, значит, закон жертвоприношений тоже прекращает свое действие. То есть как бы убавляется, но это убавляется кем? Богом. Богом, да, убавляется. То есть оно обусловлено. То есть оно обусловлено чем? Это исполнилось во Христе, да? Да. Исполнилось во Христе. То есть оно было тенью, которая указывала на Христа, и теперь мы знаем храм на небе, и жертва – это Христос, а Он священник. Теперь есть еще косвенные законы. Косвенные законы, которые в большинстве своем, значит, они родились в соответствии с какими-то обстоятельствами. Ну, например, и потом, когда эти обстоятельства перестали существовать, ну, они тоже перестают свое существование. То есть например, можно сказать, что это ситуативные законы? Ситуативные, да. То есть, например, касающиеся рабов, способов одеваться, способов возделывать землю, создавать города и управлять ими. Разные способы, есть детали, которые на тот момент были вот так. Максим что-то хочет добавить. Подытожить всего этого в этом как бы ключе универсальности священных и косвенных законов, я хочу для себя увидеть единое в том, что великий закон, который был передан Моисею, да, десятисловие, его нельзя ни убавлять, ни прибавлять. И если он прописан, и как было прописано в скрижалях, я его должен исполнять в том виде, в котором он был запечатлен. Да. И тогда я смогу сказать, что я исполняю закон Божий. Да, он вечный. Да. А временные, вот мы говорили, это религиозные церемониальные какие-то и ну, какие-то обусловленные, косвенные. Вот интересно, обрезание. Это то же самое. То есть мы говорим, оно было, оно появилось из ситуации, да, Авраам, Сара, Агарь, и потом оно исчезло, потом, когда пришел Христос. То есть уже Павел говорит, обрезание ничто. То есть мы видим, что есть вещи временные. Хорошо, дорогие друзья, мы всего сегодня не успеем пройти. Подытожим. На последний вопрос, как я могу войти в великое? Ага, да, спасибо большое. Значит, вывод у нас такой. Хотим ли мы, то есть ведь истина для настоящего времени, а мы живем с вами в настоящем времени. Речь не идет только об израильском народе прошлого. Мы читаем то, что было 3500 лет назад. Но мы сегодня живем, и Бог сегодня говорит к нам с книги Второзакония, говорит, а вы хотите быть частью моего великого народа? Мы увидели с вами, что великим народ делает не его собственные заслуги. Великим народ делает не его этническое происхождение. Если еврей это, или грузин, или украинец, молдаванин, кто бы то ни был на этой земле, если одно условие для всех, если ты принимаешь Бога, великого Бога в свою жизнь, если ты принимаешь Его волю, закон Его в свою жизнь, если ты решил
жить в соответствии с этим волей Бога свободно, потому что ты познаешь Бога и открывается тебе величие Его любви, то тогда ты приобретаешь мудрость и разум, и ты становишься частью великого народа. Ты тогда великий человек, когда в твоей жизни есть великий Бог. Еще Оля. Ну, это может быть как домашнее задание. Да, домашнее задание. Оля у нас учитель в школе, поэтому она любит давать домашние задания. Давай. Налагает ли какие-то обязательства на человека принадлежность к великому народу? Это домашнее задание, мы же не будем сейчас отвечать. Не будем, да. не будем. Вы слышали? Давайте еще раз повторим. Налагает ли какие-то обязательства на того, человека, кто принадлежит великому народу? Пишите в комментариях, подсказывает Борис, свои ответы, а мы с вами будем вместе восхищаться вашими ответами. Я читаю их, и я благодарен вам за ваши замечания. Вот сегодня я почитал хорошие комментарии, глубокие и массивные. Вот эти дорогие женщины, которые писали их, я вам очень благодарен и признателен. Конечно же, мы все вместе с вами учимся. Давайте вместе продолжать исследовать эту прекрасную, замечательную книгу. Книгу Священное Писание, это воля Бога, это в данном случае книга Второзакония. Всего вам доброго. Следующая наша тема у нас будет «Закон и благодать». 7-й урок, это будет через неделю. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк, чтобы это видео распространялось среди ваших друзей. Андрей показывает, что надо еще нажать на колокольчик, и я ему подчиняюсь. Пожалуйста, нажмите на колокольчик, чтобы пришло напоминание, когда выйдет следующее видео. Ну и пишите комментарии. Мы вас любим, будьте с нами.